Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня 16 апреля 2025 год. Посмотрим, что, где и когда. Итак, друзья, прежде всего, наши довольно-таки хорошо начали отрабатывать тех путинских бандитов, которые обстреливали наш город Сумы, стреляли по гражданским, все мы прекрасно это знаем. Погибло 35 людей, среди них дети, женщины, старики, люди, которые шли просто в церковь, на базар, центр города. И вот по этим бандитам было нанесено несколько очень удачных ударов. Прежде всего, по месту их располаги в Курской Народной Республике, откуда, собственно говоря, эти ракеты и полетели в Украину. Там их уконтрапупили хорошо. Вчера я ролик об этом целый записал, там было и видео, собственно говоря, снятое самими рашистами с отличными результатами нашей отработки по этим вот путинским наемникам. Вот. И сегодня второе видео мы уже опубликовали, уже наши доблестные дроны полетели по месту, откуда эти бандиты прибыли в Курскую Народную Республику, а уже из Курской Народной они, собственно говоря, наносили удар по Сумам. Они прибыли из Ивановской, господи, прости, области, из города, который называется Шуя. Ну и по этой Шуе, по шее, прямо туда и прилетело. Об этом тоже ролик есть. Не буду долго на этом задерживаться. То есть в отношении них отработка ведется. И сразу же скажу, что этим не ограничится. Там будет еще и индивидуальный подход, потому что сами понимаете, что за каждой ракетой, которая летела в сторону Сум, есть определенный товарищ, который непосредственно ответственен за то, что он это делал. Все. Что касается фронтов, скажем так, какого-то продвижения у рашистов нет. Но если не считать там где-то поллесопосадки, на которые они положили очередные 50-80 человек. Нет, продвижения особых нет. Бои, скажем так, более напоминают Первую мировую войну. С той разницей, что рашисты иногда пытаются использовать технику, танки и БМП, а также обычные гольф-кары, мотоциклы, грузовики, на которых они пытаются куда-то что-то заехать. Но всегда эти попытки оканчиваются одним и тем же, просто сожженной российской техникой и уничтоженными чмобиками. За вчерашний день было уконтрапуплено, отправлено курсом русского военного корабля 1050 вооруженных путинских федерастов. И общее количество путинских боевиков, которые пришли в Украину убивать женщин и детей, но не смогли, составляет теперь рекордные 936 210 штук. Вчера было отправлено в металлолом 9 российских танков. Всего 10 638. Нормально, хорошо. Они, надо сказать, их обвешивают сейчас всякой лабудой, чтобы только по ним не попало, все равно все горит, все оно вместе с этой лабудой горит. 13 бронемашин за вчерашний день, туда же, с танками в переплавку. Всего 22 163. Тут интересно другое. Сейчас на России там готовят, знаете, в стиле Гитлера, там парад победобесия. Ну, как вот этот фюрер, помните, бесноватый, любил такие парады делать во время Второй мировой, до Второй мировой. Вот. Ну, а эти ж наследующие фюрера и как раз пригласили всех союзников фюрера к себе туда, чтобы, значит, отметить это все дело, победобесие. И вот, да, ну, а что я говорю союзников? Ну, потому что вот Венгрию пригласили. По чью сторону баррикада она была? По ту. Словакию пригласили, вот этого Фисо недоделанного, пригласили. По чью сторону баррикад была Словакия во время Второй мировой? По ту сторону. Железно, да? Опять-таки, пригласили этого президента, так сказать, Палестины, Махмуда Аббаса. Ну, тогда не было Палестины, но был муфтият, был муфтий Иерусалима. Во. А он был, и он представлял собой власть тогда, местную, по крайней мере. А он был за кого? Тоже за Гитлера, поэтому все нормально. Там как раз на Москве собралась бывшая коалиция, только с той стороны. Да, так вот, они показали там, собираются показать там технику, да это раз не фантастическую вот эту картонную дурилку-армату, а технику с мангалами, со всей этой лабудой, Т-72 будут показывать, Т-80, которые реально сжигаются в Украине, да, которые они сюда пригоняют, и день, два, три этого танка уже нет. Вот они на этих вот танках будут ездить по Красной площади, а публика будет визжать и плакать. Хотя никто визжать и плакать особо не будет, я вам объясню почему. Потому что там весьма ограниченное место на Красной площади, и
публику туда не пускают, там только или ФСБшные стоят, или, ну, вот эти вот гости придуренные, которых там Путин призвал туда из гитлеровской коалиции, либо же приглашенные трудовые коллективы, опять-таки из ФСБшников и прочей шелупони. Обычных Ваньков там держат за оградой где-то к чертовой матери, чтобы они носа не казали. 87 артиллерийских систем, туда же к танкам и к бронемашинам, в переплавку за вчерашний день всего 26 377. Ну и также мы все видим прекрасно, значит, плоды, как говорится, трампистского вот этого вот воздушного перемирия. 146 дронов летело, сбито нашими за сутки, большинство из них шахеды. Всего 32 837 штук. Ну и традиционно, друзья мои, традиционно 133 грузовика, то есть больше сотни грузовиков. Автотехника уничтожается регулярно, они на ней ходят в атаку почему-то. Ну, вторая армия мира, видимо, поэтому больше ходить нечем, как на гольфкарах и на ЗИЛ-130. Да, 44 472 всего. И 3 единицы спецтехники, что дает нам 3804 с начала российско-фашистского вторжения большого. Да, вот это интересно по спецтехнике. Туда, видимо, занесены две станции Борисоглебск-2, которые уничтожили наши в Херсонской области. Надо сказать, что это станции радиоэлектронной борьбы, которые как отслеживали наши переговоры и перехватывали, то есть данные, которые они могли, как говорится, украсть у нас тем, чтобы их использовать. Плюс глушили наши радиоточки. Эта штука очень дорогая, то есть такая единица РЭБ может ее стоимость доходить до $200 миллионов, а их уничтожили 2 за день. Их количество на российской армии совершенно незначительно, потому что вообще их выпускать начали, конструировать их начали в 2004, выпускать поштучно начали с 2013 года, то есть по армейским меркам свежак. Свежак. Вот этого свежака, вот 2 штуки, как говорится, контрапупнули за вчера. Что там третье, я не знаю. Может, какая-то там танковый тягач или что-нибудь. Не будем фантазировать. В любом случае, рашистам в Украине так перепало, что от второй армии мира скоро, как говорится, и анучей не останется, одни портянки будут. Ну или наоборот.